В траурном зале стояла гнетущая тишина. Все было выстроено до мелочей: мягкий свет, строгая музыка, венки с золотыми лентами, охрана у входа. В центре находился лакированный гроб из темного дерева. В нем лежала Марина Лоусон, женщина, чье имя еще недавно внушало уважение и страх. В первом ряду сидел ее сын Дэниел Лоусон, успешный предприниматель. Он смотрел в одну точку, словно боялся признать происходящее. Несколько дней назад ему сообщили о смерти матери. Лучшие врачи, десятки подписей, официальное заключение – все выглядело безупречно. Он привык верить документам больше, чем чувствам. В зал почти незаметно вошла Айрис, временная уборщица. Невысокая женщина в простом сером халате с тележкой для уборки. Для гостей она была невидимой деталью обстановки. Айрис начала протирать пол у дальней стены, но ее взгляд снова и снова возвращался к гробу. Внутри нарастало тревожное ощущение, что-то было не так. Подойдя ближе, она заметила руки женщины. Кожа выглядела слишком живой. Айрис замерла. За годы работы в больницах она знала разницу между смертью и глубоким забытьем. Осторожно, делая вид, что убирает, она коснулась запястья. Под пальцами было тепло. И едва ощутимый пульс. Сердце Айрис заколотилось. В памяти всплыл старый случай, когда она промолчала, и человека не стало. Повторять эту ошибку она не собиралась. «Простите», — громко сказала она, нарушив тишину. Музыка оборвалась. Она жива. В зале раздался шепот. Кто-то возмутился, кто-то усмехнулся. Один из врачей резко возразил, но Айрис уже смотрела на Дэниела. Он поднялся, впервые за все время, внимательно посмотрел на лицо матери и заметил то, что раньше упускал: отсутствие мертвенной серости, едва заметное движение груди. «Откройте гроб», — сказал он тихо, но твердо. Когда крышку приподняли, Марина сделала слабый вдох. В зале закричали. Началась суета. Медики срочно увезли ее в клинику. Дэниел шел рядом, не выпуская руку матери, словно удерживал ее в реальности. Позже врачи признали ошибку. Редкое состояние, глубочайшая кома, почти полное угасание жизненных функций. Формально – смерть. Фактически – нет. Когда опасность миновала, Дэниел нашел Айрис. «Почему вы не побоялись?» – спросил он. «Я уже боялась однажды», – ответила она. «И больше не хочу». Он поблагодарил ее так, как не благодарят по протоколу, искренне и без слов. Со временем Марина пришла в себя. Первым делом она попросила увидеть женщину, чей голос вернул ее из темноты. Айрис держала ее за руку и плакала, не скрываясь. Похороны отменили. Жизнь Дэниела разделилась на «до» и «после». Он понял, что ни деньги, ни статус не спасают от самой страшной ошибки – равнодушия. Айрис больше не работала уборщицей. Ее голос услышали. Но главное осталось неизменным. Однажды она просто не промолчала, и этого оказалось достаточно, чтобы смерть превратилась в запятую.